Всем привет! Сегодня я сделаю обзор на тренер-чит для Stalker 2, на мой софт. Как вы можете видеть уже по некоторым особенным укам. Вот, собственно, само меню открывается на кнопку Insert. Вернемся пока в игру. Можете заметить вот даты и всякие такие координаты. Сейчас все это объясню. В общем-то, первая вкладка — это визуалы. Собственно, выбор языка. Ставлю пока русский. 2D-боксы, корнер-боксы, 3D-боксы, Line ESP, скелетон показывает, лут. Если включить, поставить. Да, артефактов нет, давайте контейнеры включим. И можем заметить, что в этом доме есть какой-то контейнер. Ну и не только. По всей карте можно вот увидеть, что их тут достаточно много раскидано. В общем, лут ESP, думаю, говорит само за себя. Также хоткей можно назначить, тип цели. Ну, здесь вряд ли сейчас кого-то я найду. Ну вот, там есть монстр. Там нифига не видно его. Можно показать имена. Это снорк. За дистанцию. Можно включить corner box, чтобы видеть его. Собственно, вот мы видим его дистанцию. Что это монстр. Что это монстр конкретно снорк. И что дистанция до него. Также можем включить линию, чтобы от центра экрана строилась линия. Также можем включить 2D-бокс, просто обычный. Можно включить 3D-бокс. Вот такой. Вон там союзники. Вот даже вот фракция и то, что это союзник. С этим я еще потом покажу. Там есть другая фишка. Собственно, это весь визуал. Еще полоски здоровья. Вот полоска здоровья его. Также можем все это включить. Можем включить радугу. Допустим, возьмем corner box. Вот у нас, когда не видно обычный, когда видно зеленый. Можем включить радугу. И вот она начинает меняться. Вот она меняется разными цветами. Бесполезная функция, но, в общем-то, пускай будет. Пускай corner box будет включен. Также есть вкладка AIM. Есть Silent AIM. Есть триггер-бот, есть AIM-бот. И дальше под функции для AIM-бота. То есть вот я нажимаю PKM. Ничего не происходит. Включаю AIM-бот. И вот все, AIM-бот держит врага. Ну, стандартный AIM-бот. Также есть FOV. Можно регулировать. Можно регулировать смуч от 0 до 30. Рекомендую ставить 1, 0,9. Мультипоинт есть. Он будет выбирать ту часть, которая ближе. То есть нога, пятка, там, голова и так далее и тому подобное. Дальше проверка видимости. Visible check. Не видно, видно. Все, он сразу навелся. И упреждение самое главное. Тут есть такой пункт, как скорость пули. Сейчас у меня нет оружия. Давайте это исправим. Есть такой вкладка как спавнер. Здесь есть подклассы. Оружие. Возьмем какой-нибудь винторез. Возьмем, заспавним. Вот наш винторезик. Хотя у меня было оружие, но, в общем-то, не важно. У нас винторез 10 патронов. Включим временно функцию без перезарядки. Как можем видеть, перезарядки у нас нету и патроны не тратятся. Монстр куда-то убежал. Падла. Возьмем спавнер. Опять же возьмем, зайдем в NPC монстры. И заспавним, допустим, 8 солдат.
Так, главное, чтобы они меня не сожрали. Давайте пока включим бессмертие. И посмотрим, как работает aimbot. Ну, собственно, вот. Весь aimbot, и здесь сразу же определилась пуля. Но это не все. Также мы можем в визуале включить тип цели и показывать имена, что я рекомендую делать. И вот мы видим имена. Есть такая штука фильтр классов. Если я сейчас уберу, то aimbot не будет наводиться на них. Но если я поставлю монстров, то тоже не будет. Потому что зомби это по сути люди. Они игрой не считаются монстрами, они считаются врагом. Поэтому включаем враг. Все, я aimbot начал наводиться. Также мы видим бандитов. Можем взлететь к ним в гости. Выключить ноуклип. Это я сделал с помощью худки, я дальше покажу. Собственно, вот можно даже включить Silent Aim. Сейчас вот выключить вот это все. Включить Silent Aim. Фуф убрать. И, собственно, мы можем стрелять куда угодно, но пули будут лететь в врагов. Ну, типичный Silent Aim, как он есть. В общем-то, с AIM-ботом и со вкладкой AIM, в принципе, тут все понятно. Здесь выбор, куда что будет целиться. Голова, шея, грудь, жопа. И тут выбор кнопок небольшой. Также есть каждый хоткей, можно назначить. Ну, с этим все, в принципе, понятно. Дальше идет вкладка эксплойты. Частично я уже ее показал. Она очень большая. Здесь много всего. Есть два вида режима бессмертия, да. Есть режим бога, когда меня игнорируют и аномалии, и враги, и, ну, в общем-то, полностью игнорируешь вообще все. Ну, то есть, по сути, это immortal режим, когда всем на тебя пофиг. И есть обычное бесконечное здоровье. При попытке включить два вместе, Сов скажет: нет, братан, нужно выключить одну из них, чтобы включить другую. Также это работает и с аимботом. Если включить аимбот, включить Silent, он также скажет: нет, нельзя. Защита от дурака, скажем так. Ну, собственно, бесконечная выносливость. Вот сейчас можно посмотреть, что не кровотечение. Включаем. Все. Кровотечение пропало. Также вот у нас есть голод. Можем включить нет голода. И нет голода тоже. Ну, то есть голод пропал. Дальше нет опьянения. Ну, собственно, когда мы выпиваем водку и другую срань, которая, ну, типа, шатает камеру. Ну, собственно, оно это убирает. Нет желания спать. Ну, то есть, ну, в принципе, нет желания спать. Ну, все, то есть не хочет, наш сталкер не хочет спать. Тоже можем включить. Починить оружие. Сейчас мы можем посмотреть, какое у нас оружие. 94%, а здесь 100. Окей. Можем починить оружие, включить. Это работает только на оружие, которое выбрано в основном меню, ну, то есть в основном слотах. Вот в этом и вот в этом. Их нужно в руках держать, тогда оно сработает. Вот можно посмотреть, 100% стало. Есть фонарик. Сейчас возьмем мир, поставим ночь, чтобы не было ни хрена видно. Сейчас подождем, пока великолепная игра подумает, что я от нее хочу. И вот она отдуплилась, что все-таки наступает ночь. Вот дефолтный наш фонарик, который, ну, прям пососный, мягко говоря. Вернемся к эксплойтам. Можем включить настройки фонарика. Ну, и это не совсем дефолтный фонарик, он чуть поярче, немножко, чем ванильный. Но это уже, как мы можем заметить, далеко сильнее, чем дефолтный фонарик. У нас есть 4 ползунка. Вот этот ползунок не рекомендую трогать. Он связан с туманом. В будущих обновлениях, скорее всего, уберу его. Пока он просто есть, потому что я могу.
У нас есть ширина луча. Ну, то есть вот мы освещаем полностью будку. Не полностью. Ну, то есть, по сути, фокусировка. Очень большая площадь. Дальше. Также у нас есть дальность. Мы можем посмотреть, мы вот, допустим, хотим осветить вот эту будку, но не можем. Можем докрутить дальность, и мы освещаем не только эту будку, но и, по сути, полкарты. Ну и также можем изменять яркость. Можем выкрутить вот такой прожектор себе сделать. Ну, в общем-то, есть пресеты, прожектор. Опять же, вот это можно убрать, и, собственно, будет вот такой вот лютый прожектор. Ну, также есть ультрафиолетовый. Также лучше убрать вот этот объемный луч. И вот такой эффектик. Типа Night Vision. Тоже вот имеет место быть. Ну, собственно, обычный. И мы можем вручную менять цвет. Допустим, мы хотим красный фонарик себе. Мы можем сделать себе красный фонарик, выкрутить все вот так вот и бегать вот с таким прекрасным фонариком, и будет казаться, как будто у нас идет кровавый дождь. В общем-то, это все фишки фонарика. Также у нас есть функция денег. К нам мне эта штука нужна. Функция денег у нас вот есть 63 тысячи. Мы можем закрыть эту фигню. Допустим, мы хотим себе добавить, вот тут список есть небольшой, 10 тысяч. Добавили. Вот у нас стало 70 тысяч. В общем-то, ничего хитрого. Также можно макрос назначить. Дальше нет радиации. Ну, само за себя говорит. Иммунитет к эффектам монстрам. Давайте сейчас продемонстрирую. Если получится спавнер. Так, где у нас тут псевдогигант? Блять, 8 штук. Вот, как раз я упал. Вот они меня затоптали. Можем включить вот эту штуку. И вот они топают. И нам как бы насрать. То, что мы полностью хер клали на то, что они тут прыгают. Ну и фонарик желательно вернуть бы обратно на обычный. Ну, с красным не прикольно бегать. Глаза скоро вытекут. Ну и опять же, вот мы можем посмотреть на ESP. Дальше идем. Нет сонливости. То же само за себя говорит. Нет урона от пси-воздействия. Это кто там? Ну, короче, утырок, который бьет пси-атаками. Не спрашивай, не помню. Насрать, короче. Бесконечная броня, это просто чинит броню. У меня сейчас сломанная броня, поэтому на нее эта штука не распространяется. Да, и это какая-то дефолтная, всратая, так что поэтому на нее оно не распространяется. Но в обычной броне она будет всегда 100%. Ну, нулевой вес. Мы можем обратить внимание, что у нас здесь 18 килограмм. Да, можем включить функцию нулевой вес. И, собственно, у нас станет 0. То есть мы можем брать сколько угодно и сколько угодно чего, и у нас будет бесконечный вес. Давайте заберу. Ну, то есть вес не увеличивается. Режим скрытности, новый инвиз, грубо говоря. NPC не будут агриться и так далее, монстры. Вечная прочность снаряжения. Вот у нас есть труп. Можно видеть, тут автомат у него есть. Он сломан на 33%. Я его беру в инвентарь. И, собственно, у нас он сразу чинится 100%. Это чтобы продавать, если не хотим накручивать бабки через софт. Мы можем смело просто себе лутать целые пушки и толкать их барыги. Ну, в общем-то, с этим как бы все. Множитель лута. Тут вылазит вот такая подсказка, что он действует только на предмет, который уже есть. Что это означает? У нас есть трупак, у него есть патроны. Вот 25 штук. Вот, точнее, у нас есть 25, у него 5. Мы можем включить x20. Даже, давай x10. Сейчас, если подберу, у нас добавилось 50 патронов. Собственно, вот так это работает. Если я сейчас подберу одну аптечку, то оно не сработает. Если я сейчас подберу, то добавится 10 аптечек. То есть поэтому мне написано вот тоже 10. Что этот предмет должен быть уже в инвентаре. Первое, когда его нету, эта штука не работает. А особенности игры. В общем-то, множитель лута.
Дальше перейдем к оружию. Мы можем заметить отдачу, всратый разброс. Ну, в частности, здесь на этой пушке еще более-менее разброс. Давайте возьмем калаш, выключим функцию без перезарядки, перезарядим пушку, включим обратно. И вот мы видим, что у нас пули летят хер пойми куда. Включаем нет разброс. И пули уже летят в одну точку. Но пока не в одну. Также мы можем включить без отдачи. Теперь пули летят в одну точку. Дальше мы можем включить Rapid Fire, допустим. Ну, это сейчас не видно. Ну, вот тут, в принципе, видно по эффекту, что мы стреляем быстрее, чем без него. Ну, обычный Rapid Fire. Это для Гаусса. Вот, включаем без перезарядки Гаусс. Берем Гаусс. И можем шмалять бесконечно без его кулдауна. Это все, что делает эта функция. Ну еще на снайперке это распространяется. Нет заклинивания. Тоже функция полезна, если включить вот эту штуку. Точнее отключить и включить скорострельность. Дальше достать этот калаш. Начать шмалять, как не в себя. И иногда все-таки поглядывать на его прочность. 73%. Пока все как бы как обычно. Стреляет, все нормально. Как бы ничего сверхъестественного. Функция пока выключена. Все. Оружие начинает клинить как тварь. Все, опять заклинило. Все. То есть оружие сломалось. Вот 46%, и начинает клинить. Теперь давайте уберем клин. Включим мне заклинивание. И теперь нам пофиг, заклинено оно или нет. Мы можем стрелять бесконечно долго, но это те, кто не хочет постоянно типа со включенным оружием бегать, с починкой оружия. Это можно обратно выключить и заклиниванием. Ну, ваншот, собственно, тоже само за себя говорит. Опять заклинило. Давайте включу починку, чтобы она не клинила. Ну, собственно, псевдогиганты откинулись сразу же. Ноуклип. К этому мы потом вернемся. Дальше без покачивания камеры. Это вот. Его начинает шатать, как будто бы он выпил. Все. Камера стоит теперь колом. Мы можем стрелять. Можно взять обратно вот эту штуку. Теперь мы можем шмалять в одну точку. Теперь включаем. И вот у нас прицел шатается. Но здесь он не сильно шатается, но мы можем заметить, что его шатает. Оружие не самое подходящее для показа, как эта функция работает. Ну ладно. Без покачивания в прицеле. Куда бы мы и как ни стреляли, все будет лететь точно в прицел. Ну, не считая гравитации. Бесконечные патроны. По сути, это патроны бесконечные, но с перезарядкой. То есть в инвентаре они не будут тратиться, но перезарядка будет. Ну и, собственно, Damage мультиплеер, как бы, ну, говорит сам за себя. Можем менять множитель урона, который мы будем наносить. И ваншот тоже можно выключить. Дальше режим полета. Ну, то есть вот я назначил хуткей, я нажимаю кнопку, все, я полетел. То есть я могу летать. Классная физика. Я могу летать, проходить сквозь стены и так далее и тому подобное. Также можно редактировать скорость. На хоткей я могу выключить. Все ходкеи управляются вот через вот эти вот штуки. Если надо сбросить все,
можно очистить их в настройках. Также есть система конфигов. Идем дальше. Speedhack дефолтный, также скорость бега можно редактировать. Замедление, бесполезнейшая функция, но может какие-нибудь приколюшки снимать или еще что-нибудь. Собственно, просто есть и как бы пофиг. Заморозка времени, то есть игрового времени, всегда заморожено на 10 часах будет. То есть всегда будет 10 часов. Ну, собственно, вся суть функции. Дальше утилитные заметки. Открывают все заметки. Также убийство в радиусе. Очень полезная функция. Можно опять же взять спавнер. Взять какого-нибудь кровосисю, да, какую-нибудь вот такую. Заспавнить 50 штук. Вот их тут прям море. Прям вон. Их очень много. Мышку надо найти только. Взять, выставить вот так и нажать убить. И, собственно, все кровосиси откинулись у нас в радиусе 50, 500 метров от героя. Все умирают. Абсолютно все. Собственно, даже 200, окей. Задать репутацию NPC. Это можно задать либо нейтрал, либо дружелюбный. Также в радиусе. Дальше идет сама репутация фракций. У нас открывается вот такой большой список. Очень большой. Это все фракции в игре. Монолит, врата, одиночки и так далее и тому подобное. Ученые. В общем, какую надо, мы можем изменять. Вот, допустим, у нас закон. Мы теперь мы кровные враги. Также мы можем стать нейтральными. И также мы можем стать союзниками. Также мы можем всех сделать, допустим, враждебными, чтобы сделать прям мега-челлендж какой-нибудь. Либо все нейтральные, либо все со всеми друзьяшками стать. Не знаю, как это может повлиять на сюжет, поэтому за это ничего не могу сказать. В общем-то, вот это основные функции в эксплойтах, то есть большинство. Дальше у нас идет телепорт. Телепорт у нас может телепортироваться по маркеру. Допустим, у нас есть карта. Мы хотим телепортироваться куда-нибудь сюда. Главное, чтобы у нас не было других таких маркеров. Можем нажать телепорт и, собственно, провалиться нахрен под карту. Поэтому лучше этой штукой не пользоваться. И тут пауза. Нужно внести пояснение по поводу телепорта. Вообще, эта функция изначально предполагалось, что она будет работать на квестовые маркеры. Но она и работает, по сути. Она для этого и предназначена. Но также она может использоваться на кастомные маркеры. Но логика просчета координаты Z немножко хреново сделана. Поэтому лучше использовать эту функцию только на квестовые или побочные квесты, чтобы телепортироваться. А по своим кастомным маркерам лучше этого не делать, потому что это может закончиться точно так же, как секунду назад в видео. Продолжаем. Можем телепортироваться по локациям. То есть вот стартовая локация, где мы появляемся. Также вот можно продемонстрировать работу бессмертия режима бога. Вот, включаем. И все, мы клали болт на все аномалии. То есть мы можем спокойно бегать, и нам вообще насрать целиком и полностью на них. Но с бесконечными хп у нас они будут работать. Собственно, сам телепорт. Телепорт можно вводить свои координаты. Буквами желательно не вводить ничего. Можем сохранять. Допустим, мы куда-нибудь телепортируемся на церковь. И мы хотим сохранить локацию. Называем ее как-нибудь. Все, локация сохранилась. Теперь в любой момент мы куда-нибудь залезть и тыпнемся. Подождем, пока игра подумает немножко. Мы захотели вернуться обратно. Нажимаем телепорт. И, собственно, вот мы вернулись обратно в церковь. То есть можно свои кастомные координаты делать, какие-то точки и так далее.
Их тут достаточно много локаций. Также у нас есть ТП по артефактам. Можем тэпнуться, они подписаны. Где рандомные, значит, там в этих местах артефакты будут рандомно появляться. А где нету рандом, значит, там будет именно то, что написано. Ну, какие-то я уже лутал, какие-то не лутал. Собственно, можем депортироваться вот сюда. Ну, кстати, да. И вот, собственно, вот здесь можем получить наши артефакты. Также можем, вот. И вот мы появляемся по сути, в радиусе там 10-5 метров от артефакта. Ну, просто оглядеться. Ну и, собственно, телепортироваться желательно со включенными функциями бессмертия и прочих. Иначе можно откинуться моментально. Также можно включить визуалы сейчас на лут, включить артефакты, и вот ESP нам подсветит, что артефакт здесь. Можно также избавиться от этих надоедливых стреляк. Собственно, это вся функция телепорта. Можем отсортировать по локации и телепортироваться, либо все. Также есть вкладка «Мир». Показать вот это HUD, показать время и дату. Собственно, вот они здесь отображаются у меня. Можем заморозить погоду, можем поставить утро, можем перемотать время, можем установить погоду, можем начать или остановить выброс, можем поспать и прекратить преследование. Ну, за нами не будут гнаться враги. Надо куда-нибудь телепортироваться вместо спокойней. Куда-нибудь сюда пойдет. Собственно, это, отключите лайф, это симуляция ИИ. Непонятно до сих пор, работает оно или нет. Что с ней, что без нее, ничего не меняется. Не знаю, может, что-то заметит. Оставил, типа, пускай будет. Дальше у нас идет спавнер. Спавнер непростой. Собственно, мы можем даже допустим, заспавнить по 5 одного можем, да, заспавнить 5 врагов. И вот у нас будет 5 врагов. Ну, также можем заспавнить пачкой. И вот заспавнятся разные типы врагов. Отпусти меня, аномалия, спасибо. Господи, как их много. И, собственно, мы можем увидеть, что заспавнилось много всяких разных. Ну и, кстати, аномалии прикольно расщепляют на атомы. Давайте нафиг их убьем, чтобы они тут не мешали своим шумом. Также это работает на обвесы, но они все подписаны. Магазин, кто какой. И тут английские их сиды есть. И также здесь описание есть. Ctrl можно выбирать отдельные. Shift можно выбирать все. Ctrl-A он выберет все. И также покажет предупреждение, что может занять время. Какие живучие зомби. Уберите, пожалуйста. Тоже тут какой-то кипиш происходит. В общем-то, спавнер. Коды от дверей. Также у нас есть коды от дверей. То есть мы можем зайти в вкладку, посмотреть, можем в поиске писать какие-то локации. Припять, там еще что-нибудь. То есть на 2 языках есть коды разные. Watermark. То есть у нас вот FPS, снизу подпись вот такая радужная. Координаты игрока. То есть мы можем их менять. Расположение. Это, по сути, dev-функция, но почему бы и нет, чтобы, допустим, в телепорте использовать ручной ввод. Мы также можем просто сохранять. Поэтому
принципе, неважно. Также можем менять пресеты, допустим, 2К. Сейчас вот такая менюшка стала побольше, покрупнее. Можем поставить 1080. Масштаб шрифта можем менять. Но, по сути, здесь 2К и 1080 стоит использовать. Можем включить панель активных функций. Все функции, которые мы здесь включили, у нас могут отображаться. То есть все вот эти. Вот, допустим, вечная прочность. Все, она здесь появилась. Вот она, вечная прочность. Также у нее есть два вида. Подробный и неподробный. Также можем менять и прозрачность. Также можем менять ее расположение. Можем ее выключить. Можем рисовать мышку вот такую. Можем не рисовать. Можем рисовать прицел. И если мы мышку выключаем, то, собственно, мышки у нас нет. Также у нас есть вкладка настроек. Здесь диагностические данные показываются, что актуальный билд игры, в моем случае это репак, собственно, версия игры 1.9 билд такой-то, по ходу обновлений будет меняться, и какие используются хуки. Хуки, кому как. Буквоеды, нападайте. Тоже, по сути, дев информация, но просто оно тут есть и ладно. Ну и, собственно, горячие клавиши, бинды, то, что мы можем настраивать вот здесь, ну, то есть везде. Также с телепортом можем настраивать. Если мы что-то нам не нравится, можем удалить все бинды и перенастроить заново. Также можем сохранить конфиг. Все, он сохранился дефолтный. Можем сохранить какой-то другой. Это надо будет переработать. Оно пока слишком мелкое, но, собственно, мы можем ставить 2К, и все будет уже немножко получше в этом плане. Это, так сказать, минорные фиксы. Ну и, собственно, 2 языка. И на этом как бы возможности заканчиваются. Но по факту я показал все возможности. Также, когда мы включаем, меняем язык, то есть у нас вот нейтрал, варта, неутрал и варта. Также все, также меняются все обозначения. Также мы, если мы включим load ESP, включим контейнеры, мы увидим, что также у нас язык изменился. То есть локализация полная. Можем выключить все это нафиг, потому что нам не надо, чтобы не мешало. Ну и, собственно, на этом все. Тут еще некоторые недоработки в плане перевода, но это не столько важно. Основное все переведено более чем. Даже можем спавнить какие-то квестовые предметы и так далее. Ну и также можем спавнить патроны, оружие, ну, собственно, все, что можно заспавнить, все, что можно заспавнить, как бы это тупо не звучало. Ну, собственно, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ссылка находится внизу в описании на GitHub. Там будет последняя версия. И, собственно, всем приятной игры. Всем спасибо за внимание. До каких-нибудь встреч. Всем пока. Дальше будет небольшая вставочка о том, где же скачать, ну и, впрочем, небольшое объяснение, как и что вообще запускать. А сейчас я покажу, как где скачать данный чит и как заинжектить данный софт. Мы открываем GitHub, ссылка в описании, то есть по ссылке вот можем перейти. Попадаем на репозиторий, здесь можем прочитать, опять же, описание, можем проверить текущую версию, можем переключить на русский, по Redmi прочитать, версия, поддерживаемая версия игры. Идем в релиз, также changelog, скачиваем архив,
архив. Вот у нас запущена игра. Запускаем, можем прямо из архива. Ждем пару секунд. Все, видим, что наш чит заинжектился. Здесь в консоли мы также можем видеть, что все хорошо. Чтобы выгрузить чит, нажимаем кнопочку End. На этом все. Приятной игры.